Власть – это наркотик. Кто пробовал ее хоть раз, отравлен ею на всю жизнь. Приветствую, дорогие друзья, в коллекционной карточной игре Hearthstone на канале Гильдии Рассказчиков. Сегодня с вами мы поиграем в рейтинге для начала. А там разберемся на месте. Давайте выберем мага. Колода, я не знаю, насколько она относится к стартовым, но я не играл очень давно. Возможно, у меня сохранена какая-то старая колода, а возможно, она была изменена в соответствии с балансом игры спустя долгое время, и это какая-то новая стартовая колода. Находит У нам тебя уже первого есть противника. стандартная колода, но ты можешь создать новую в своей коллекции. Так, попадается нам неплохая рука, в принципе. Я думаю, убрать или все-таки оставить карту за 5 маны. Дорого, но зато она легендарная. В колоде только одна копия такой карты. Давайте все-таки оставим. Я думаю, ее стоит оставить. А за 3 поменяем. Шайна и Артас. Не надейся на быструю смерть. Артас, с тобой все Начинается наш хорошо? поединок. Я думаю, друзья, вы уже все знакомы с основными правилами Hearthstone. Игра совершенно не новая. Если вы любите коллекционные карточные игры, то делитесь в комментариях о том, какие вы играете. И если это Hearthstone, то, возможно, вы порекомендуете какого-нибудь героя, какую-нибудь колоду на определенном... У меня есть для тебя мешок. Раскапываем мы фиолетовую карту события. У меня Которая кончается время. заставляет двух существ противника сразиться между собой, и мы забираем в руку копию погибших существ. Крупица того, щепотка этого. Да, вот то, что надо. Мне это надо. Соперник разыгрывает кольцо и получает дополнительный кристалл маны. В этот ход выставляет жирненькое существо 4-5 и при этом зачищает стол с моей стороны. Нужно что-то ему противопоставить. У меня кончается время. Неправильный ингредиент. Боже, что же выставить? Наконец-то! Мои заморозил предки на что-то просто. сгодятся! В этот ход. Тут я думаю взять тоже редкую карту. За 5. Интересно. Замораживаем существо противника.
кончается время. А сейчас можно и заставить сразиться существ противника между собой. Даже можно это попробовать делать так, чтобы оба они погибли. Запах крови. Немножко освободим место в руке. Как много, я не помню, сколько Неправильный здесь ингредиент. максимум, чтобы не сгорали карты. Только не трогай кости. Давайте постараемся уничтожить это существо. Да, оно под покровом, оно замаскировано. Но я люблю поконтролить стол, как вы знаете. Иногда это решает. Остается один кристалл маны, и разыграем его, чтобы зря не пропадал. Здоровье противника постепенно тает, но вот он его отхилил. Было 22 здоровья, стало 28. Только не Все трогай. напрасно. Замораживаем более сильное существо соперника и... Другой из них уничтожаем заклинанием. А теперь нужно что-то придумать. Нужно восстанавливать стол. Что же делать? Противник оказывает давление на столе, но его рука опустела, и знаете, это к лучшему, потому что если нечем играть, значит особо сильно карт он У не меня выставит. кончается время. Ну, нужно разобраться как-то с тем, что творится у нас на столе. Мы забираем заклинанием. Нельзя 8 единиц урона пропускать в лицо. Выставим 5-5. Ну и огненный шар. Так как оба существа погибают, поэтому бросаем его в лицо. Что же делать? Нельзя применить к этой цели. Так, противник берет карты и сражается с нами. Нельзя применить
к этой цели. Удивительно, что он оставил стол пустым, но, возможно, там его карта кончается время. заклинание какая-то лежит. Есть возможность все-таки Нельзя применить к этой контроль цели. стола. Оставляем 3 Я должна существа, нам атаковать будет провокатора. в следующем раунде. Эй, 7-7. 7 это сильно. Еще 2 карты. Заклинание. Разобраться с 7-7, не разменивая стол каким-нибудь чудодейственным заклинанием. Или все-таки потеряем? По-моему, можем это сделать. Отлично, сохранили стол. Можем идти в лицо, и при этом у нас даже осталось 3 кристалла маны. Разыгрываем еще одно заклинание. Четыре существа на столе, когда у противника одна карта, ну 2, дают надежду на победу. Но я знаю, что в Хардстоуне это еще не показатель, например. И По-любому там Рексар. есть такие карты, Я что могут слышу набрать зов неполную карт, Не стоило напрашиваться. что просто наблюдаем за действиями соперника и не списываем его со счетов. Здоровья еще много, еще можно отхиляться, еще можно выставить всякую гадость на стол. 4-5 мы, конечно, можем разменять. У меня кончается время. Раскопаем заклинание, и я вижу хорошее. Можно нанести 9 единиц урона всего за 4 маны, и это круто. У противника остается 13 жизней. Еще со стола мы наносим 8. Крупица того, Опять хп. щепотка этого. Еще парочка заклинаний. Соперник сдается. Поздравляю, друзья, с победой. Такой вот у нас приятная атмосфера в Хардстоуне, такая таверна. Весело, музычка. У меня кончается время. Переходим на новое звание, новый ранг. Бронзовый. Получаем 150 золота в награду. И пока эта серия заданий возвращения героя. Сыграйте один матч. Я думаю, насчет, может быть, попробовать другой режим. Давайте все-таки пойдем в другой режим. Неправильный ингредиент. Нам что-то написали.
ингредиенты. можно получать новые удивительные награды и похоже, что мы получили одну из них, а для остальных недостаточно уровня. Грейся в лучах моего света. Что ж, отправимся на поиск соперника. Подсказка нам говорит, одни существа сильнее на разных этапах Что матча. же делать? Одни на ранних, другие на У поздних. меня кончается время. Выбираем героя. Одного из них 17, защитник, другого 16. В чем, собственно, разница между этими героями, я пока не разбирался. И выбираем. Бармена Боба себе друзей, армию. Неправильный ингредиент. Не Существа отворачивайся! получают плюс 4 к атаке, я думаю. Очиститесь огнем! Крупица того, щепотка этого. Нравится мне такой режим, У меня да, кончается время. только в нем обучении было очень интересно. Посмотрим, насколько он хорош в действии Умри, насекомое! игроками. Пока в первом раунде мы его Да, победили. вот то, что надо. Немножко объясню правила для тех, кто не в курсе. В этом режиме мы каждый раунд покупаем существ нашего бармена Боба. Их можно комбинировать. Это называется триплет. Для того, чтобы скомбинировать существа, нужно набрать 3 одинаковых. Справа внизу у нас отображается монетка. Это наши деньги, за которые мы покупаем данных существ. Каждая Интересно. покупка стоит 3 монетки, а остаток можно тратить, например, на улучшение таверны, на обмен монеток, и можно заморозить существ. Это будет означать, что торговец придержит то, что осталось на столе, до следующего нашего появления. У меня кончается время. Игроки делают то же самое, Не всего игроков отворачивайся! 8, то есть 7 противников. И происходит сражение с ними Насекомое! до тех пор, пока у кого-нибудь не опустится здоровье до нуля. Существ на столе мы также выставляем Тебе в понравится порядке, в котором мой новый хотим. рецепт. Сам бой на поле сражения происходит автоматически. Если какие-то существа в конце боя выживают, то, соответственно, они помогают нанести больше урона противнику, скидываются своими звездами, Что герой же добавляет делать? их себе в урон. Но сейчас вы увидите, как это происходит. И атакует другого героя. Шесть, 13 у противника существо, к сожалению, оно не разбивается, и мы проигрываем. У меня кончается Существо время. противника имеет одну звезду, оно накидывает 1 единицу урона для героя противника, и он, собственно, дамажит меня немножко. Дело сделано!
Ну, даже не знаю, что и выбрать. Сами существа имеют звезды от 1 до, пока я вроде 6 максимум видел. И то, какие существа предлагает нам таверна, зависит от ее уровня. Уровень, напоминаю, можно повышать. В данном случае Что за же 5 делать? монеток написано. Также мы можем продать своих существ. Продажа существа стоит 1 монетку. Но это если у вас, например, место на столе закончилось и вы хотите заменить одно существо на другое, то можно и продать. Не отворачивайся! У меня кончается время. Дело сделано. Один выстрел, один. В этом раунде побеждаем мы. И переходим снова к нашему другу, который торгует существами. Слева мы можем наблюдать уровень здоровья противников. Он визуально отображается, кто-то уже Что же делать? достаточно сильно ранен, а у кого-то до сих пор полное здоровье. У нас с вами все хорошо, здоровье полное, но немножко брони мы, конечно, потеряли. Очиститесь огнем. У меня Одно кончается время. существо и покупаем другое. Выставить на стол я его не успел, но ничего. Дело сделано. Умри, насекомое. Ух ты! Таун 25, 40 там у него было, и то есть щитом. Не знаю, как такое контрится и где он такое вообще достал. Очень мощное существо. Конечно, в этот раунд мы проиграли, остается у нас только 2 единицы защиты. И будем в дальнейшем терять здоровье. Так что нужно поаккуратней. Пока я не могу оценить, насколько этот режим рандомный, поскольку непонятно, что же все-таки получают тут противники, как выбор. Если это примерно равно, то окей. В принципе, данный режим, он такой, больше стратегический. Мы заранее выставляем все, заранее подготавливаем нашу армию. И она уже показывает, насколько мы были хороши в этом деле. Мы, похоже, можем в лавке еще улучшать оружие или не можем? Самого героя. Наверное, нельзя. Думаю, что нельзя. Это было бы немного имбово. В этом раунде мы побеждаем и наносим 11 урона противнику. Конечно, они уходят в щит, но
даже так неплохо. Иногда дает полезное обновление. Это то есть в лавке будут хорошие существа попадаться, наверное. Улучшим, наверное, и обновим, да? Обновляем. Попадаются у нас достаточно сильные существа, есть 5 звезд. Нужно продать кого-то, я пока не знаю, кого продавать. Давайте купим 5-звездочного монстра нам. Он, конечно, 1.7, но... Наши предсмертные хрипы срабатывают еще раз. Эффект карты. А предсмертных хрипов у нас аж 3 штуки, поэтому, возможно, это даст какие-то результаты. Попросим поддержать таких сильных существ на следующий ход, и тогда прикупим кого-нибудь полезного еще. Противника очень мощный стол. И мы с ним никак не разбираемся. Сейчас будем огребать 9 единичек урона. $23 здоровья у нас остается. Я выбрал, что в начале нашего хода существо, которое находится у нас в руке, получает плюс 12. Купим кого-нибудь еще. У нас монетки позволяют, 7 монет. Работает это так же, как и с кристаллами маны. То есть, если мы что-то не используем, они сгорают. На следующий ход не переносится. Ну и возьмем кого-нибудь с защитой. У противника сразу 2 существа с защитой. И он отличным способом опять разбирает наш стол. Что ж, пока похоже все к тому, что мы катимся к поражению. Один из игроков уже выбыл, соперников осталось 6. Еще 11 урона мы получаем. Жизни растаяли на глазах, осталось всего 20. И если продолжится все в таком же духе, то следующий раунд может оказаться последним, но мы постараемся этого, конечно, избежать. У меня не попалось ни одного триплета, я не смог улучшить существа. Кстати, бонусом за улучшение существ из 3 сделать одного, вы раскапываете из таверны еще существо
более высокого уровня, причем бесплатно, не тратя на это монетки. Нужно кого-то продавать. Вроде как существа настолько сильные, но этого недостаточно. Показывают последние пару раундов. Я не знаю, кого продавать, кто будет менее полезным. Редкая карта. Очередной бой. Редкая карта. Этот противник сильный, его здоровье до сих пор цело, и осталось еще 10 защиты, значит он почти не проигрывал. Почти не проигрывал в своих сражениях. А мы ему, к сожалению, проиграли. Наносит 20 урона. Это поражение, дорогие друзья, но режим очень интересный. Я бы хотел попробовать поиграть в него еще раз. Что ж, подпишитесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Нам очень важна ваша поддержка. Спасибо. На этом завершим. Всем удачи. Редкая карта.